Это таро-прогноз для знака зодиака Лев. Мы посмотрим на картах все сферы жизни, что ждет львов в январе 2024 года. Это оракул Moonology. И основная колода – это оракул Лучезарное Солнце. Итак, я астролог и таролог Татьяна Мин. Я беру 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Что ждет львов в январе 2024 года? Итак, 6 карт. Первая карта – партнерские отношения. И это карта секрет, либо здесь Венера в знаке зодиака Скорпион. Эта карта означает глубину и большую интимность в отношении с вашим партнером. Когда вы доверяете друг другу, когда у вас глубокая интимная сексуальная жизнь, когда у вас какие-то совместная помощь, поддержка друг другу, финансовая, либо просто вот поддержка. Поэтому здесь, конечно, у многих львов будут такие очень интенсивные отношения с вашим партнером. Иногда, конечно, Скорпион – это драма какая-то, ревность. Но если вы сможете это преодолеть, давайте посмотрим, что нам скажут другие карты, и потом еще дополним, что здесь может быть. Венера в Скорпионе. Здесь у нас Марс в Раке, и здесь какое-то выяснение отношений. Это не очень благоприятная карта для финансовых вопросов. Здесь вы можете спорить как с вашим партнером, опять же, относительно финансов, так и с кем-то из членами вашей семьи, потому что это рак. Раздел имущества, какие-то недопонимания, какие-то очень эмоциональные траты, из-за которых тоже могут быть конфронтации с вашим партнером. Так что, если у вас были какие-то планы что-то купить, потратить какие-то крупные суммы денег, будьте осторожны, потому что, здесь не все будут согласны с тем, как вы это делаете. Если это не связано с тратами, это может быть работа, может быть на работе с коллегами у вас будут какие-то выяснения отношений, либо какой-то, не сойдетесь просто во мнениях каких-то, не обязательно, что это просто очень сильная ссора, конечно, это может быть просто какие-то разногласия, несовместимость относительно не только финансов, но и даже, например, еды, каких-то вкусовых предпочтений, какого-то в целом комфортного устройства. Поэтому здесь у львов могут быть какие-то такие острые взаимоотношения. И, кстати, эти две карты, они опять же смежны между собой, потому что они оба отвечают за энергию Скорпиона здесь в этом раскладе. Поэтому здесь, да, возможно, что-то накипело у многих львов, что требуется выяснить отношения. И вот опять мы видим Марс, но уже во Льве. И здесь 3-9 сектор. С одной стороны, вроде бы благоприятная карта, когда вы можете углубиться в какие-то знания, в духовную жизнь, а с другой стороны, рыбы в 3 секторе могут не нести ясности, да, вы можете говорить о многом, о каком-то духовном, но ни о чем конкретном, да, какие-то конкретные разговоры вы можете избегать, более практическую часть жизни. Такое впечатление, что вам захочется унестись в какие-то дали, может быть, кто-то даже поедет за границу, либо будет заниматься какими-то духовными практиками дома, но это не у всех, но у некоторых может означать либо вынужденный уход от каких-то проблем, да, углубление в себя, в какие-то философские науки, знания, а может быть, конечно, и избежание каких-то серьезных разговоров, избегание каких-то тем, да. Но также эта карта вообще благоприятна для изучения каких-то навыков новых, для занятий йогой, для вообще обучения любого. Будьте осторожны за рулем, да, потому что Марс в рыбах может давать тоже какую-то нечеткую видение ситуации, дороги, плохую погоду. Поэтому с этой картой здесь энергию лучше направить на что-то духовное, на теорию, чем на практику, да. Ну и либо практика должна быть такая более плавание, йога, там, медитация, вот это все практика сюда относится как раз для львов.
Один из самых высоких секторов, и здесь прекрасная карта выходит, это Сатурн в своем в знаке своей обители. Сатурн в Козероге. Это какие-то почести, уважение, достижения. Поэтому здесь у многих львов, конечно, могут быть успехи, связанные с работой. Может быть, кто-то получит новую желаемую должность, повышение. Может быть, у кого-то это ваш партнер, родитель, начальник будет к вам как-то особо благосклонен. Может быть, вы будете принимать участие в каком-то таком государственном фундаментальном проекте, и в том числе в военных каких-то служащих организаций, да, вот это все сюда относится. Это вообще планы, далеко идущие планы на будущее, такие, знаете, очень фундаментальные. Тоже я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Но в любом случае вы достигаете ваших целей, ваших мечт, и вот это уже реальная реализация их. Плюс еще ко всему у нас январь — это сезон Козерога, да, и там будет в земляных знаках много планет. Конечно, для львов знаки Земли не самая сильная позиция, но тем не менее здесь по этому раскладу, может быть, у вас либо у вашего партнера будут определенные достижения в каких-то сферах жизни. Кстати, это может означать еще место жительства, улучшение жилищных условий. Может быть, вы купите квартиру или продадите свою старую квартиру, да, свою старую какую-то недвижимость, потому что Сатурн — это еще знак старости. Здесь, если вы покупаете какую-то недвижимость или переезжаете куда-то, то, скорее всего, это может быть какие-то квартиры не нового типа, но, опять же, может быть и какая-то элитная недвижимость, либо это какие-то старые, но такие добротные, хорошие дома. Может быть, кто-то переезжает в деревянный дом или покупает землю себе какую-то. Либо вам дают квартиру от государства, то есть это может быть казенное жилье, служебное жилье тоже сюда относится. Достижения, опять прекрасная карта. Здесь у нас Солнце в Козероге, и здесь у вас могут быть достижения в бизнесе, в работе, у ваших детей. Они могут куда-то поступать, либо получать какие-то гранты, какие-то новый уровень образования. Вы вообще будете на виду, вас будут уважать, вы будете гордиться своими заслугами, может быть, получаете какой-то сертификат, там, опять же, разрешение на какое-нибудь обучение, может быть, выигрываете в конкурс, да, потому что все-таки это достижение какое-то фундаментальное. И здесь у нас тоже, да, такая карта. Вот эти карты, они все связаны с какой-то государственной системой, с чем-то большим, да, то есть это не просто какие-то мелкие бытовые дела, это что-то действительно фундаментальное, что может начинаться у львов. Может быть, действительно многие из вас заняты в сфере образования, государственных структур, либо с начальством, какие-то, может быть, вступления в новые организации, команды и так далее. Вот это очень актуально здесь для львов. Это вообще ваш сектор, между прочим, 5-11 дом. И здесь у вас будет какое-то уважение по заслугам, скажем так. 6-12 сектор — один из самых важных. И здесь изображена Луна в Овне, либо эта карта здесь подписана как защита, да, и здесь мать с детьми. Ну, потому что Луна — это все-таки мать, женщина, зона комфорта, а Овен — это более активная энергия. И как раз мы видим, что здесь один ребенок хочет разбудить другого, да, потому что ему хочется играть, ему хочется активности. А этот малыш еще спит, поэтому здесь вот такая карта защиты. Ну, что здесь можно сказать? Вы, львы, знаете, вот в январе у вас будет, возможно, у вас будет переменчивое настроение в январе от широкой активности, желания достигнуть чего-то или, например, какими-то активными делами заниматься, до желания стать маленьким ребенком, чтобы вас защитили, да, чтобы вы были под крылом какого-то человека, да, может быть, мамы, может быть, вашего супруга, может, любимого человека. Вам иногда будет самому или самой хотеться, да, чтобы к вам проявили защиту, заботу, а иногда вы будете более активно защищать как ваших детей, близких, так и сами будете активными. То есть здесь такой
такие перепады настроения. Но в целом Луна в Овне — это активная тема, поэтому здесь, может быть, у вас будет активная какая-то тайная жизнь. Может быть, вы, ну, будете посещать, опять же, какие-то учреждения, да, потому что 12 сектор — это может быть как много дел, забот, суеты, так и, например, обращение в медицинскую организацию, в какие-то другие организации. Может быть, даже вам придется как-то защищать свои интересы, что-то такое с этим связанное. Ну, скорее всего, я думаю, что здесь у вас будет просто много забот и хлопот, и большинство из них — это те, которые вы сами создаете. Вы сами как будто бы создаете такую шумиху вокруг себя. Ну, бывает такое, что когда на месте не сидится, вам хочется куда-то ехать, бежать, спешить и переделать какие-то дела, может быть, которые вы раньше не делали. Даже можно их и не делать, но вы все равно решаете там, да, себе создать какие-то дела. Вам будет, в общем-то, скучно быть в одиночестве. Скорее всего, вам захочется в январе быть среди людей. Но так и будет. Давайте заполним первую карту, как раз карту близких вам по духу, не по духу, а просто ваших партнеров. Да? Вот здесь у нас переворачивается карта. Луна в раке или наполненность какими-то ресурсами. Так, а если еще одну карту взять? Здесь у нас Луна в Стрельце, тоже Луна в огненном знаке. Но это хорошая карта, я думаю, львы, для вас. Здесь у вас будет поддержка семьи, может быть, вы будете общаться со своим партнером, партнершей, да, вот по первому дому, о том, какую семью вы хотите, как вам улучшить свою семью, может быть, о детях, покупка что-то новое в дому, да, здесь у вас уже тоже была благоприятная карта относительно семьи и дома. Может быть, вам помогают родители, может быть, вообще вы вот создаете семью или как-то об этом мечтаете, с вашим партнером говорите, обсуждаете. И карта Луна, опять же, Луна — это связь с 4-м сектором, да, то есть с мамой, с какой-то зоной комфорта. Но здесь оптимистично очень, потому что Луна в Стрельце — это всегда оптимизм, это какое-то веселье. Может быть, у вас будет веселье дома, либо с вашим партнером, и вы захотите, ну, как сказать, вы вроде бы с одной стороны и к серьезным делам настроены, а с другой стороны вы очень оптимистично. И вот опять же, как я говорю, месяц будет у вас очень разносторонний. С одной стороны, вы будете много заниматься работой и брать на себя какие-то обязательства, успешно их выполнять. С другой стороны, вам захочется какой-то активности. Может быть, даже здесь будут поездки за границу у некоторых, либо много каких-то поездок, перемещений. Может быть, это связано с вашим новым автомобилем или какими-то занятиями, спортом каким-то определенным. Но здесь поездки могут быть, потому что здесь у нас выпадал Марс в рыбах, это точно. И с другой стороны, это какие-то ваши семейные дела тоже. Поэтому здесь очень активный месяц у львов, где вам надо будет все успеть, много будет суеты вокруг вас, людей и выяснения отношений, и на работе в том числе, да. Вы будете отстаивать свои позиции по многим вопросам. Что скажет колода Moonology для львов на январь 2024 года? Так, здесь у нас растущая Луна и новая Луна во Льве. Это ваш знак, да? Поэтому здесь у вас растет ваша энергия, вы будете полны энергии, уверены в себе, и поэтому здесь вас ждет успех. Здесь так и написано: уверенность — это ключ к успеху. Поэтому, львы, я желаю вам достижения всех ваших целей. И до встречи на моих новых видео очень скоро. Вы были на канале Красота Таро. Всем пока!